Та-дам! Короче, всем привет. Быстренько, коротенький ролик такой. Не знаю, сейчас вот мониторил. Короче, получается, сейчас же зима. Получается, в салоне хреново греет. У батька здесь стоит климатическая установка. Хреново греет. Сейчас мониторил все. Получается, у меня сейчас появился божественный века. Вот. Это не лаунж, но классно. Вот. Например, по моей машине, по Kia Cerato, вообще шикарно он работает. Все отлично, все шикарно. По Резо тоже вот прочитал все, что смог. Но здесь я не могу прочитать климат. Такое ощущение, климатическую установку. Здесь она, короче, получается, как по-другому работает чуть-чуть. Суть в чем? Выдает ошибку, сам блок контроля выдает ошибку наружного датчика. Получается, наружный датчик стоит, вот он, наружный датчик. Как снять вот эту решетку заодно, сразу, ничего не ломая. Я уже снял, в принципе, она снимается 2 секунды. Короче, вот здесь вот получается 4 саморезика. Вот. И дальше, вот здесь вот, внизу, вот так вот сейчас переверну. Вот такие вот, вот такие вот удлинители. Вот, это я сейчас уже вставил, вот этот чопик обратно. А вот так вот он стоит, когда вытащите. Их надо отсюда вытащить, чтобы потом обратно вставить решетку. Короче, как это делается? Делается элементарно. Здесь вот есть вот в решетке с каждой стороны отверстие. Либо плоскую, либо крестовой отверткой. Ну, лучше, конечно, плоской. Надо, вот, получается, просовывайте сюда. Вот, раз. И вот здесь вот такое усико. Вот оно в наглядности. Вот. На него просто надо нажать. И раз. И решетка у вас выходит. И эти остаются там. Их потом просто надо будет обратно вставить. Все, это полбеды. Короче, сейчас буду разбираться с этим датчиком. Что с ним не так. Вот, он не менялся. Так что такие дела. Как это делать, сама диагностика? Это все легко, в принципе. Берутся ключи. Ну, как это везде. Вот. Заводить, в принципе, не обязательно. Вот, раз. Вот он включается. Нужно выставить 26 градусов. Вот, дальше нажимаем авто и 3 раза на off. И все, вот пошла самодиагностика. Раз, вот, и сейчас выдаст вот ошибку. Во, ошибок больше нету. 0. Это я вот пошевелил датчик. Там, по ходу дела, контакт. Вот ошибок сейчас 0. Я случайно задел. А было 0,2. Это ошибка датчика этого. Наружу. Короче, сейчас снимаем. Смотрим, потому что батя жаловался, то что вот, особенно когда холодно, едешь в машине, все равно холодновато. Я тоже ездил, когда были проблемы с коленвалом. Вот, сейчас вот все нормально. Ошибок нету. Так, ладно. Короче, такой быстрый обзор. Вот. Сейчас попробую вскрыть его. Ну, сейчас достану его, посмотрим, что там вообще, как он, что из себя представляет сейчас. Так, ну что, все, снял. Короче, вот он получается, типа датчика. Сейчас почищу, все зачищу. Потом контакты все залью. Там подожму. Короче, сейчас покажу и расскажу, что я сделал. Сейчас. Так, ну что, продолжаем. Так, в конце видоса будет ставка по кодам на шевролеты, по диагностике. Так, короче, ладно, переходим к делу. Здесь я уже все выставил. Здесь заизолировал все. Пролил там этим, как там его? Вот, короче, от контактов, чтобы не окислялось, и вода, если попадает, чтобы защитить. Так, с датчиком я поступил вот так вот. Герметичную термотрубку здесь, чтобы он жестко стоял, ровно, чтобы он ровный был. Тоже здесь вот залил сверху, потому что сюда попадает основная грязь. Вот. Поэтому нужен этот нейтрализатор все равно проливать. Все, как говорится, контактики здесь поджал.
Вот. Сейчас его втыкаем. Соответственно, тестим ошибки. Если ошибок нету, батек будет тестировать вот в таком положении датчик, чтобы был вот так вот он ровненько. Вот, потому что он был вот выгнут сюда у нас, получается, на радиатор направлен. Вот, сейчас посмотрим, потому что, насколько я знаю, его надо подальше от радиатора, чтобы он был. Потому что он берет, получается, показания от радиатора и из-за этого может выдавать неправильные параметры для климат-контроля. Все, сейчас поставлю, покажу, что как получается, и проведем еще раз диагностику. Так, ну что, все, поставил. Вот. Вот он теперь вот так вот ровно стоит. Соответственно, поставил, залил еще раз, облил этим, блин, забываю все время. Чтобы не было окиси, жидкость попадет туда, вовнутрь, даже если попадет, она образует пленочку и меньше окиси будет. Короче, ладно, все, погнали, диагностируем, делаем диагностику опять, смотрим, что получается. Так, все, втыкаем, блин, опять ключ, включаем зажигание, у нас уже здесь стоит, вот, мерцание. Так, и смотрим, что за ошибка. Хоп, ошибок 0. Все. Короче, если что, в комментариях пишите, я вам уже отвечу, стало лучше или хуже. Вот и все. Короче, подписываемся, пишем комментарии. Впереди много чего еще интересного. Сейчас будет вставочка как раз. Так что все классно, все. Бон вояж.